Вопросы выборов в Болгарии сейчас многих тревожат, потому что, есть, скажем так, одна из версий, что там к власти приходят пророссийские, скажем так, пророссийские ориентированные политики, и что это может быть заменой Орбану, который недавно потерпел крушение. На парламентских выборах в Болгарии публикуется такая новость, The Insider ее нам сообщает. Побеждает коалиция экс-президента Радева. Он выступает за сближение с Россией. На парламентских выборах, прошедших в Болгарии 19 апреля, побеждает альянс «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом Руменом Радевым. По данным избиркома, он получает 44,6% голосов после обработки 87% бюллетеней. Продолжаем перемены. Демократическая Болгария получает 13,5% голосов, а правящая ГЕРБ СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова всего 13,3%. Такая ситуация, следим за ней, потому что Болгария, довольно серьезный на сегодняшний день игрок. В очень многих событиях она проявляла себя, и по поводу заброски мигрантов, таких довольно странного вида, больше похожих на диверсантов, она практически своей грудью отстояла Европу, за что Европа ей, конечно же, ничего не поблагодарила, только если не считать благодарностью, что из-за этого инцидента Болгария позже попала в Шенген. Людей, кстати говоря, я достаточно долго жил в Болгарии, очень сильно тревожат и цены, и бизнес, там очень развит малый и средний бизнес, а любые интеграции, они, пугают людей, падают зарплаты. Почему? Потому что малый бизнес, он должен как-то переформатироваться, какие-то сети магазинов могут зажимать их. Короче говоря, там свои вопросы присутствуют, но надо отдать должное, Болгария, она иной раз, никаким образом об этом не говоря, встает на защиту прав людей, собственно говоря, той самой Европы, которая довольно неблагодарна, если уж и называть вещи своими именами, реагирует на определенные действия. Повторюсь, когда Польша кричала о том, что у них через границу там тоннели роют и вообще пытаются прорваться какого-то диверсионного вида, подозрительного, скажем так, вида мигранты под видом беженцев, в Болгарии стояла та же проблема. Но все боятся ссориться с Турцией, делаю я со своей стороны вывод, и поэтому это как-то замалчивалось. Единственное, почему, как это можно обнаружить, это и сейчас не скрыто, но опосредованно. Болгария принята была в Шенген с запозданием, то есть один раз она пропустила, хотя выполнила все правила, то есть требования Евросоюза. Именно там звучит, что пограничники слишком жестко не пускают тех, кто нарушает государственную границу. Вот это пример. Я так своими словами очень упрощенно, но выглядело именно так. Забавно выглядело. Еще раз, про Турцию все как-то стараются аккуратничать, там начинается тонкая политика, и поэтому просто вот такая Болгария плохая, и все. Зато очень много говорится всего про Польшу. Почему? Потому что там по соседству Лукашенко. А Лукашенко сейчас мейнстрим, его бить можно, да, образно выражаясь, то есть словами, поэтому этому придается, уделяется внимание. Но я со своей стороны еще раз напоминаю, что есть границы, которые также пытаются пробивать, прорывать в сторону Европы. Европа, как всегда, делится своей псевдоблагодарностью, то есть она наоборот, Болгария из-за этого еще и схлопотала. Все это является фоном для того, чтобы понимать, как настроены люди, как настроено правительство, потому что то, что если не публикуется в международных СМИ, не значит, что не видят сами люди и граждане. Вот это очень важный момент, поэтому за Болгарией, думаю, есть смысл последить особенно внимательно. Это довольно серьезный игрок на территории Европы, западно ориентированный, скажем так, с точки зрения ценностей, прав человека. И мне кажется, ее частенько незаслуженно обходят вниманием, потому что, еще раз, вообще, в принципе, балканские страны, всерьез Сербия и Болгария, это такие вечные, в каком-то смысле нарушители спокойствия, своей жаждой свободы, свободы слова. Причем их может давить на них как угодно, а они все равно это несут. И в каком-то смысле они, виновники, что ли, вот этой своей жажды свободы и Первой и Второй мировой войн, потому что они были последствием освобождения Сербии, освобождения балканских стран, короче говоря, от османов, от османского ига, которых последователями себя считает Турция. Так тоже, опять же, к слову, наверное, будет не лишним. Так что фон очень серьезный. Всегда считал, что это такая пороховая бочка. Балканские страны, пороховая бочка, которая когда-то освободилась, но они не собираются ни с кем заигрывать. Они как-то очень сильно себя уважают, с очень сильными корнями, традициями и жаждой свободы. Вот это надо не забывать. Я находил даже блогеров, которые нативно, так аккуратненько, но все время их, покусывают, пытаются оболгать. Если кто-то знает из России, есть такая Латынина. Я просто разобрал один из ее роликов, но она буквально переворачивает, превращает в псевдоисторию. Какие-то у нее появляются там распятые
и цари, мальчики, девочки какие-то, ну такие, знаете, безумие кровавого бреда, ну совершенно не подтвержденного исторически, о том, какие плохие сербы, например. Вот у меня прям такое впечатление, что она какая-то, знаете, имперка, ну я имею в виду османов, конечно же. Ну вот так что много тут интересных нюансов, и еще раз повторюсь, Болгария это довольно серьезный такой, не знаю, кулак культуры, то есть культура, но которая умеет постоять за себя. Не сбрасывал бы со счетов, что думаете, вы пишите со своей стороны, увидимся в следующих видео. Немножко так вот поддобавлял от себя.